Всем привет, любимые майнеры, с вами как всегда ваш Кубик Головы Java, и наконец вышел релиз Minecraft Bedrock 1.18. Самый основной верхний мир стал шире. Если вы раньше встречали вот такие мини-лужи, теперь они заменены на вот эти озера. Все биомы стали линии, из-за этого они кажутся гладкими и реалистичными. И это не теряет стилистику Майнкрафта, а наоборот дополняет. Добавлены новые пустые равнины с цветочками. Теперь холмы в Майнкрафте стали намного, одним словом, красивыми. И обновили в лесах березы, они теперь стали выше, и скоро их еще обновят в диком обновлении, но об этом в отдельном видео. Теперь пляжи в Майнкрафте похожи на реальные пляжи, а не просто куски песка. Добавили новые равнины в пустошах, как будто горы отдалились друг от друга. Самое крутое – это обновление замёша гор. Старые горы полностью удалили, вместо них начали генерироваться вот такие эвересты. Обитают в них козы. Их главный смысл жизни – это сбивать с пути всех мобов поблизости. Находит свою половинку с помощью пшеницы и дают молоко. Чисто отняли достоинство коровы. Если случайно промахнуться при ударе в дерево, может отравиться козий рог. Но как видите, удача не на моей стороне, даже если с 3 промахов не повезло. Чё? Как это вообще можно понять? Не повезло, не повезло. Можно, короче, этот рожок дуть, издавая звук мародёра во время рейда. Да кому это вообще надо? Зато прикольно. Давайте теперь опустимся вниз. Теперь пещеры в Майнкрафте стали выглядеть очень жуткими и атмосферными. Да нахера ты лагаешь? Спасибо, мужик, за оптимизацию. Не напомните, как раньше выглядели пещеры в Майнкрафте? Если мы раньше, когда копали вниз, то просто сгорали в лаве, но теперь мы просто подыхаем из-за высоты. Теперь пещеры вписываются под каждый биом, например, под пустыню скалы из песка. Открытые пещерки в обычных равнинах покрываются травой, в холодных биомах пещерные водоемы покрываются льдами, еще слегка обновили шахты. Теперь их можно встретить висящими на цепях и сдерживаются на дубовых столах. Теперь капельники в карстовых пещерах встречают от самых мини-скалометров, от самых гигантских. Посмотрите, какой я, например, нашел. Напоминает небоскреб в Дубае. Добавили различные водоемы и водопады. Да не только рифы, карстовые аквиферы, водные, лавовые, каньоны, спагетти, узкие, сырные, желуды. Не забываем еще про новый пышный биом, в котором обитают вот эти милашки. Теперь акслоты в Майнкрафте после кроликов. Те самые милые мобы. Еще их можно покормить в рыбном ведре, они любят только свежую плоть. И в это же ведро потом можно самого акслота пихнуть. И хотя они кажутся милыми, но когда они почувствуют голод, они жестоко начнут пожирать плоть как пираньи. А еще они просто гении. Если много досталось в процессе пожирания, то начнут притворяться дохлыми, заодно отдохнут. И да, они умеют вариации цветов. Пурпурно самый редкий, и коричневый, желтый, розовый, белый существуют. А еще у них появилось новое понятие пищи. Это светящиеся спруты. Их можно встретить в аквиферах, они тоже умеют пукать и оставлять после подыхания чернила. Только светящиеся. Наконец, теперь в Майнкрафте есть разноцветные свечи. С их помощью можно создавать новые разные декорации. Например, стол для романтического ужина. И их можно положить в тортик и праздновать день рождения в Майнкрафте. Еще теперь можем строить до 320 блоков. Облака генерируются намного выше. Теперь у нас в меню новый фон с вот таким клевым пейзажем. Вообще это скриншот Java версии Майна. Кстати, стиды миров Java и Bedrock теперь почти одинаковые. А еще классно обновили логотип нашей игры. Все, больше ничего не знаю. Сделаем вывод, разрабы в этом обновлении нам подарили что-то масштабное, огромное, милое и красивое. А еще собираюсь добавить в 1.18 что-то страшное, но ее перенесли на 1.19. Поэтому я обязательно буду снимать обзоры на релизы каждый год, пока смотрите других квадратноголовых. Энергия на 5 в раздога цена. Ставь лайк, если знаешь хотя бы одного из них. Но я не прощаюсь, скоро увидимся.